Приветствую всех, кто смотрит, это Кот. Сегодня я все-таки собрался поговорить про ненавистную мне серию игр Total War Warhammer. Я не всегда так относился к этой игре. Когда вышла первая часть, я даже сделал целое прохождение за зеленокожих. Как часто бывает у меня на канале, с хардкорным вызовом война со всеми с первого хода. Когда я победил, я в игре сильно разочаровался. Кстати, победить с вызовом война со всеми получается в основном только у моих комментаторов из числа тупых детей. Они это делают на ютубе. Статистика же говорит, что даже просто заканчивали кампанию на легенде около 0,8% игроков. Разочаровавшись, я просто перестал играть в Warhammer. Собственно, это нормально, правда? Если не нравится, не играй. И на целый год я просто забыл про существование этой игры. Не мое и все. И тут выходит Китайское Троецарствие, и потом еще и Троя. Это игры, на которые я рассчитывал. Я очень хотел, чтобы эти части получились хорошими. По факту же, как я уже неоднократно говорил и объяснял, это перенос убогого опыта тоталварных вархаммеров на новые игры. Я специально не употребляю сейчас термины фэнтезийные или исторические, потому что это не важно. Я говорю конкретно про вырвиглазные анимации, махание оружием мимо цели, падение и смерти от внезапных обострений злокачественных анальных полипов, вырезанные механики осад, морских битв, вырезанные анимации заряжания стрелкового оружия, предсмертных агоний, да просто адекватных анимаций от попадания рукопашного оружия или любого дальнобойного снаряда. Никакой физики, как у отрядов, так и у стрел, пуль и снарядов. Никакой скорости, инерции, массы. И, конечно же, никакой анимации всего этого. Остались только цветные фейерверки, нелогичные хаотичные кульбиты, маскарад идиотии. Все это пришло из Вархаммера. Именно там я это увидел впервые, и именно там постарался поскорее про это забыть. Но оно пришло за мной. Это говно настигло меня в новых играх Total War. Оказалось, что это не просто вынужденные упрощения, как сейчас меня пытаются убедить говноеды из комментов, что, мол, в Ахе столько фракций и юнитов, то нельзя их всех было анимационно засинхронизировать, поэтому так. Нет. Теперь так всегда. Теперь все новые игры выходят с этими убогими анимациями. Теперь морских битв нет даже в игре про Троянскую войну. Теперь упасть от инфаркта может любой юнит в любой новой игре. А вы жрите, дорогие игроки. Жрите. То есть фактор невероятного разнообразия моделей никому нахер не нужных функционально одинаковых, об этом чуть позже, юнитов убран. Но синхронные анимации так и не вернулись. Хотя компьютеры со времен Сёгуна 2 стали куда как мощнее. Будете смеяться, но нашлись настолько деревянные люди, что стали защищать анимации Вархаммера, настаивая на том, что я показал в прошлом своем ролике самые невыгодные, а самые хорошие специально не показал. Имеется в виду, конечно, анимации лордов. Объяснить говноедам, что это не Total War, невозможно. Солдатики отрядов как тыкали мимо, так и тыкают. Физики как не было, так и нет. Анимация драки лордов — это как кат-сцена, которая находится вне геймплея, вне остальных войск. У меня вопрос к тем, кто заявляет, что вот, мол, анимация, а чего ты хотел? Скажите, а зачем вам тогда вообще Total War? Может, проще было на базе близзардского Варкрафта сделать игру по Вархаммеру? Там сразу одиночные юниты бегают. Зачем было множить вот этих несчастных солдатиков, которые даже статистами нормально сыграть не могут? Это же как будто игроку меж ушей дали дубины, и у него одиночный юнит расслоился на иллюзии и двигается синхронно с настоящим. Видимо, типичному говноеду и так хорошо, без дубины. Total War — это про сражение армий, это про массовые битвы, это про тактику на поле боя. Большие отряды должны драться как отряды из отдельных живых существ против таких же больших отрядов. Мы же видим беспомощное топтание на месте, пока нам проигрывается кат-сцена. Вероятно, у типичного говноеда фокус зрения как раз узкий настолько, что ничего больше вокруг он не замечает. Тут настало время выпрыгнуть какому-нибудь говноеду с аргументом, что он вообще не смотрит на анимации и постоянно кликает и вводит отряды в мега-тактических маневрах. Ну что ж, главное, что такой говноед признает, что анимации говно. Остальное на его говноеда вкус. Очень часто слышу заявление, что спрос рождает предложение, что Warhammer Total War всем страшно нужен, поэтому люди, точнее их родители, покупают эту игру и смирись, дед, ты устарел.
Подобное приземленное мышление забавляет. Давайте тогда вместе посмеемся. Я знаю, что никогда не устареет. Порнушка. И спрос на нее очень высокий. Следует ли срочно делать Total War Pornhub? Уверен, это будет бомба. Беготня по полю, уворачивание от чаржей сзаду, взятие врага в двойной бутерброд конями, унижение дальним боем. Боюсь, только ЦА не потянет такую игру. Потому что Total War Pornhub без анимаций не взлетит. Ну вот вообще никак. Никто не поймет, почему все дядьки тыкают мимо. И от чего это тети кричат сами по себе. Тогда я знаю, что еще можно сделать. Total War Pornhub Warhammer. А чё? Это жваха. Говноеды все купят. Настоящей групповухи, правда, не получится. Будет врываться в толпу лорд и выдавать в голову одному гному. Это называется микропорка, то есть ебля гномов. Остальные солдатики будут стоять рядом и теребить фантастиш, ждать своей очереди. Правда, некоторые лорды предпочитают заниматься бесконтактным сексом. Но кто мы такие, чтобы осуждать? Кончать гномики тоже будут быстро, за секунду. Ну, прям как малолетние говноеды. Когда гномики будут встречаться с эльфами или скелетами, то махать фантастишами будут исключительно мимо, сверху вниз, слева направо. Ну и иногда пытаться ткнуть в воздух. Где-то рядом будут тем же самым заниматься орки или эльфы. С чем проблем у Total War Pornhammer не будет, так это с менструальными водами. С этим, уверен, будет полный порядок. Ну еще все будут очень хорошо кричать. С порноозвучкой тоже проблем не будет. Надеюсь, с анимациями все доступно объяснил. Сейчас мне бы хотелось обсудить другой замечательный аргумент говноедов в защиту Вархаммера. Аргумент о том, что в Вархаммере разные фракции играются абсолютно по-разному. Видел это оправдание не один раз. Вероятно, это сказал кто-то очень авторитетный из говноедов, что теперь за ними все повторяют. Возможно, главный говноед из Австралии. Не знаю, неважно. Помогать мне разбираться в уникальности геймплея за разные фракции будет автор нескольких комментариев под роликом Воланда, опытный игрок в серии Warhammer, мододел Мститель 93. В закрепленном комментарии к видео Воланда про убогий трейлер третьей Вахи Мститель 93 как раз развернуто отвечает на аргумент про уникальные способы прохождения всей кампании. Так, опять? Это чистейшая фигня. Было бы фантастически, если бы это было так на самом деле, но на практике это не так. Позвольте мне объяснить, что он имеет в виду, поскольку я много играл в Warhammer 2 и его DLC. На примере из двух наиболее проработанных типа фракционных механик, которые есть в игре на данный момент. Обе для скавенов. Мастерская клана Скайр и лаборатория плоти клана Маулдер. Обе являются отдельными пользовательскими интерфейсами, использующими уникальные ресурсы отдельных фракций, чтобы полностью изменить то, как вы играете. Только это неправда. Во-первых, уникальные ресурсы. В них нет ничего уникального. С таким же успехом они могли бы стать еще одним корытом для золота. Почему? Потому что в их получении нет ничего уникального. Вы получаете и варп топлива, и сок роста, сражаясь в битвах. С этого момента я буду просто называть их плюшками, это все, чем они являются. И еще можно из некоторых построек получить эти плюшки. Так работают все уникальные ресурсы фракции. Получение этих плюшек не несет какого-либо изменения стандартного шаблона кампании, который вы используете при игре за любую другую расу. Сражаетесь, получаете плюшки. Плюшки клана Маулдер — это новый верх тупизны. Вы получаете плюшку номер 1, сражаясь, а когда вы достигаете максимума плюшек номер 1, вы превращаете все в плюшку номер 2, которая вам-то и нужна на самом деле. А также генерируете несколько бесплатных юнитов, которые вы можете нанять где угодно в любой армии без затрат. Вот такая интересная механика. Всраться можно от напряжения стратегической мысли. Ладно, может быть, получение этих плюшек не влияет на то, как вы играете, но, конечно, то, что вы делаете с этими плюшками, безусловно, влияет на вашу игру. Правильно? Нет. Обе эти невероятно продуманные функции пользовательского интерфейса представляют собой не что иное, как еще один контрольный список скинов, которые вы можете просто игнорировать. Они ничего не меняют в том, как вы в основном играете в игру.
Они не открывают никаких уникальных новых стратегий. Они ничего не меняют в том, как вы подходите к составу армии, карте компании или каких вы начальников вы нанимаете. Все, что вы получаете за то, что вы тратите свои плюшки, это процентные бафы и получение статистики в таблицах. Плюшки Skyr, например, могут позволить вам сделать так, чтобы пулеметные скавины могли стрелять бесконечными боеприпасами еще быстрее и иметь большую дальность. Плюшки Molder могут заставить юнит случайным образом вызывать заклинания рядом с собой всякий раз, когда он вступает в рукопашный бой. Или лечить и реанимировать мертвые модельки при нажатии кнопки. Но это звучит так, как будто вы фундаментально меняете то, как вы играете в игру. Я слышу, вы говорите: «Неа, это не так. Я играл в эту хрень. Это ничего не меняет. Это просто делает некоторые уже эффективные стратегии более эффективными, чем они были». Вы можете очень хорошо использовать функциональные разрушительные и уничтожающие пулеметы скавинов, снайперов, огнеметов, волшебных колес хомяка, доминировать кланом Морс или кланом Риктус или, черт возьми, кланом Молдер и даже не замечать, что вы это делаете. Не иметь жалкого увеличения процентов хваленной лаборатории Скайра. До сих пор это хвалят как лучшая такая реализация, когда-либо добавленная в игру, и образец для подражания для будущего контента, если вы можете поверить в эту чушь. Ничего принципиального не изменилось в том, как вы играете в расу скавинов. С таким же успехом вы можете взять клан Skyr и выставить полную армию отрядов чумных крыс, эффективно ими доминировать, даже если ваша уникальная механика фракции абсолютно ничего не делает для этих отрядов. Все основные способы, которыми работает раса скавинов, остались нетронутыми. Некоторые из них были просто неприлично подавлены, но в игре нет ничего, что отдаленно требовало бы от вас использования этих преимуществ в любом случае. Вы получаете плюшки за победу, а плюшки заставляют вас побеждать. Это просто еще один слой эффекта снежного кома, который вы можете либо утомительно щелкать, например, щелкая по контрольному списку или дереву технологий, чтобы бездумно и без раздумий получить все бонусы. Либо вы можете полностью игнорировать и не касаться всю кампанию и даже не обратите внимания на их отсутствие. Это говняшка в красивой упаковке. Прежде чем я продолжу читать замечательные комментарии Мстителя 93, я расскажу пару своих наблюдений. Вот, например, замечательная игра Троя Total War. Фракция амазонок, Пентхаусея, Пентиселея. Тут вам и фэнтезия, как вы любите. Прям со старта кентавры скачуть. Женская радость. И принц, и белый конь в одном. Total War тройничок. А потом еще и другие чудища будут. Типа Цербера и Гидры. Вот вам и уникальные механики, которые должны менять геймплей. Полностью менять способ прохождения всей кампании. Кстати, ничего не напоминает? Вот эта механика кровавой клятвы, это ли не то же самое, что и ВАГ у зеленокожих? А вот эта механика обрядов посвящения, это ли не скавинские мастерские и лаборатории, о которых был разговор чуть выше? Ну давайте, скажите мне, что я ничего не понимаю, и у вас в Вахе все принципиально по-другому. И ВАГ по-другому работает, и мастерские. Тут еще есть механика дополнительных военных трофеев. Когда вы за захват определенных поселений получаете дополнительный гешефт. Знатоки Вахи, напишите, откуда это скопипастили. Я играл за Пентхаусею на легенде, на стриме, без поражений. Я могу сказать, что совместно с механикой Орды все перечисленные дополнительные пользовательские интерфейсы привносят некий элемент развлечения поначалу. Но уже третий час кампании я играть не стал, потому что надоело. Вся эта наносная новизна приедается буквально через 20-30 ходов. И дальше остается все то же вид сбоку, а глубина игры так и не проявляется. И сразу скажу, глубины в игре тупо нет. Как и в Вахе, кстати. И знаете, я не док в подобном отношении к троянской тоталварщине. Казалось бы, игра повторяет в себе те же уникальные неповторимые механики. Для каждой фракции есть свой уникальный неповторимый интерфейс, повторяющийся в такой же уникальной Вахе и даже в Троецарстве. Но Трое что-то играет мало народу. От чего так? Ответ прост. Потому что не Вархаммер. Говноеды не играют, потому что не Вархаммер. Остальные потому что говно. Вот вам и общий слабый онлайн. Себе-то не врите. Тем не менее, Мстителю 93 есть еще что сказать. Ближе всего к такой замечательной особенности, которая фактически изменила бы способ прохождения кампаний, не расы. Раса по-прежнему играется точно так же, как и любая другая фракция той же расы. Был Гром Пузан и его кулинария.
Его механика состоит в том, что вы можете готовить разные блюда, чтобы получить увеличение процентов и бафы характеристик в таблице для частей вашей армии. Но вам нужны ингредиенты. И вы получаете эти ингредиенты только побеждая определенных юнитов, определенных рас на карте кампании. Итак, есть стимул выйти и сразиться с определенными врагами, с которыми вы обычно не сражаетесь, чтобы получить указанные ингредиенты. Вот только каждые несколько ходов вы также получаете события, позволяющие покупать ингредиенты, которых у вас еще нет. И снова мало что меняется, так как в лучшем случае вы набираете мега-армию, плывете, чтобы найти армию с ингредиентом, который вы хотите, на противоположной стороне карты. Воюете там достаточно долго, чтобы получить этот ингредиент, а затем возвращаетесь к своему обычному покрасу карты и через несколько ходов заключаете мир, с кем вы там воевали. Ведь один раз разблокированный ингредиент никогда не потребляется. А магазин со случайными ингредиентами, которые периодически появляются в кампании, вы можете просто скупить. Торговец вернется снова. Это просто еще один контрольный список. Еще одна таблица, скрытая за причудливым интерфейсом с яркими цветами и приятными звуками, когда вы по ней кликаете. Это ничего не меняет. Вы все еще играете либо крысами, либо зеленокожими. В целом создается впечатление, что современные Total War создаются не разработчиками игр, а экспертами пользовательских интерфейсов. Далее Мститель 93 еще очень много чего написал. И очень подробно, так как он действительно очень много играл в эти Warhammer и вдобавок ко всему занимался разработкой модов для них. Тут передо мной встает некое противоречие. Если я буду переводить все, что он написал, то видео растянется до невообразимой длины, и все равно многих говноедов это ни в чем не убедит. Поэтому я просто перескажу своими словами, в чем суть его комментариев с критикой Total War Порнхаммера. Конечно, говноеды сразу возбудятся. Ведь я забуду или неправильно назову какую-нибудь дико важную хрень. Ну что ж, я сознательно посылаю их в комментарии к Мстителю 93. Итак, в споре, который мне довелось прочитать, прозвучали аргументы в сторону магии. Типа магии раньше никогда не было в Total War, и Warhammer не ебаться какой инноватор в этом. Но тут же поступил контраргумент. Полностью все разбежалось. И еще парочку контраргументов. Буквально единственное, что делает магия нового, это возможность восстанавливать модельки в отряде при его исцелении. И это только для определенных фракций, где вы считаете это нормальным. Также наверняка многие из зрителей Вархаммероедов уже кричат в монитор: ну разные расы-то в Вахе играются по-разному. Играть за орков это не то же самое, что играть за людей или гномов или крыс. Знаете, это мое любимое. Когда подобные вещи пишут в комментариях, то сразу же хочется покрутить пальцем у виска. Простой ответ, что ты, дорогой друг, ничего, ровным счетом ничего не понимаешь в играх Total War. Не так. Ты нихера, вообще нихера не понимаешь Total War и что такое Total War. Такие аргументы, конечно, не воспринимаются никак. Вархаммероеды будут смотреть на две игры, скажем, на Сёгун 2 и на Warhammer 2, и уверенным голосом утверждать: тут одинаковые японцы, тут разные монстры, люди, крысы и нежить. Чего непонятного, разница очевидна же. Я понимаю, что пытаться объяснить дураку, что он дурак, это дело неблагодарное, но все же, не все же дураки. Может, кто-то случайно заблуждается? Попробуем? Уже в Риме 1 было важно, какую часть юнита покрывает щит. Это важно в самом настоящем реальном смысле, то есть остановит он стрелу или нет. Важен размер щита. Важен был и размер щита, и что его держит в правой руке. Стрела либо застревала в щите, либо поражала тело или броню мимо щита. Сама физика взаимодействия такой простой, казалось бы, вещи, как щит и стрела, уже делает огромным различие между легионером и мечником с круглыми щитами. Маленькими такими. То есть это не просто как в Вахе, когда щит означает просто больший процент на блокировку обстрела, а настоящая значимая часть доспеха. Реальный предмет, который существует не только в электронных таблицах, но присутствует на поле боя, влияет на эффективность угла атаки как в ближнем, так и в дальнем бою, в 3 измерениях. Но это далеко не все. Может быть, вахаеды не могут отличить городскую когорту от голых фанатиков? Или может быть, вахаеды скажут, что тактика будет одинаковая при игре за тех и за других? Если взять Атилу, то может быть игра за легионеров будет такая же, как за готский боевой отряд? Или играя самураями с Надати, Дате, вы будете действовать так же, как с самураями с катанами, Симадзу? Хотя не удивлюсь, что вахаеды так и будут. Представление о тактике на уровне вахи может поспособствовать таким гениальным тактическим решениям.
Я могу часами перечислять разные юниты, спрашивать вахаедов про греческие фаланги, египетские колесницы, там, пикинеров, про Сигару Степа и огненную колесницу Такеды и так далее и тому подобное. Но услышат ли меня вахаеды или опять выдвинут аргумент про то, что в Вахе больше разнообразия юнитов? Пусть лучше скажут мне и другим людям в комментах, в чем разница, например, между имперским фехтовальщиком и воином-гномом. Какую уникальную роль они могут выполнить, чего не может сделать другой. Я думаю, что ничего уникального. Это просто украшение, это мишура, шкурка. Между этими юнитами нет никакой практической разницы, нет значимой специализации. Большинство юнитов Вархаммера, оказавшись на поле боя, сражаются одинаково. Как вы воюете темными эльфами? Вы фиксируете врага черными стражами, тусклыми клинками или копьями ужаса. И пока темные панцири стреляют в толпу дерущихся, вы отправляете одного единственного монстра во фланг. Или колесницу какую-нибудь, или спамите магией. Как вы воюете королями гробниц? Вы цепляете врага стражами гробниц, а затем посылаете колесницы или монстров-одиночек атаковать их фланги и тыл. В то же время ваш отряд дальнего боя стреляет в толпу, ну и спам магией. Как вы воюете империей? Вы прижимаете врага пехотой, отряд дальнего боя стреляет в толпу. Ружья, арбалеты любого размера и вида стреляют все равно по дуге. Кавалерия и монстры атакуют фланги. Магия спамится. Хотя погодите, вместо использования стрелковых отрядов вы можете использовать артиллерию. Гномам, по крайней мере, не хватает одиночных всяких там монстров и кавалерии. Таким образом, вы просто фиксируете врага, бомбите и стреляйте по ним. И, может быть, если вам нравится, вы заменяете магический спам гиробомберами. И в этом проблема. От 90 до 99% игры Warhammer, битв в Warhammer, вы ведете одну и ту же битву с той же тактикой, и ничто, кроме битв в мультиплеере, не может как-либо существенно изменить ситуацию. И, кстати, не в лучшую сторону. Расы Warhammer 2 не сражаются друг с другом по-разному. У них нет уникального игрового процесса. Они выглядят очень по-разному, это да. Конечно, визуальные эффекты и модели различаются размерами, цветом, формой, отличная забава для детей. Но механически они одинаковые. Надо ли дополнительно говорить, что большая часть юнитов каждой расы вообще не нужна и не несет в себе никакой практической пользы? Или вы сами догадаетесь? Зато тупые дети в комментариях могут орать про разнообразие. Большая часть юнитов в Вахе такие же разнообразные, как и сами тупые дети. То есть одинаковые по функциям, но разные на лицо. Большинство вахаедов, что спамят мне в комменты, либо на самом деле ни на секунду не задумывались о заявлениях, которые они делают, либо просто слышали, как кто-то, кому-то, кому они доверяют, так говорили. А теперь вахаеды продолжают повторять эту чепаху при каждой возможности. У меня есть список этих так называемых авторитетов, что ссут в уши новой аудитории. Такие, например, как Legend of Total War, который остановился в развитии уже 2 года как назад и находится давно уже в моем списке говностратегов. Так как вахаеды это подготовленная аудитория, они любят лор Вахи, вселенную Вахи, то псевдоаргументы подобных говностратегов принимаются на ура. Тем не менее, с точки зрения серии игр Total War, Ваха это вообще другая игра. Это большой шаг назад и деградация всей серии. Застывший свет. Слушай, ну в чем это проявляется? В чем конкретно разница в Вахе между фракциями? Я поиграл в Ваху, и почти у всех рас однотипные юниты по типу дракон, абсолютно идентичны по геймплею всем другим. Пехота, алебарды, маленькие отряды здоровых уродов, минотавры и так далее. И стрелковая пехота одинаковая настолько, что даже мушкетеры навесом стреляют, так же как и лучники. Есть некоторые типа уникальные расы, как, например, ящеры, но геймплейно это не сильно заметно, поскольку они точно так же застревают в отрядах пехоты и с ними дерутся, как и любые другие отряды. Нету какой-то оригинальной механики, где у ящеров, к примеру, была бы очень низкая выносливость, но пока она не истощилась, они бы как нож сквозь масло пробегали сквозь отряды пехоты. И их можно было бы сразу, допустим, на вражеских лучников пустить, и они бы после этого устали и сдохли. Но вначале устроили бы неплохую сумятицу. Вот это было бы круто и разнообразно. Или, допустим, уже в кампании можно было бы сделать не 3 одинаковые скверны у вампиров, скавенов и хаоса, а скверну скавенов, к примеру, привязать к показателю санитарии, которую в игре вообще не сделали. Не завезли, он хотел написать, наверное. И тогда скавенская скверна и методы борьбы с ней отличались бы от 2 остальных. А то, что мы видим в Вахе, это имхо какой-то геймплей для умственно отсталых, где все механики порезаны. И на карте компании дико тупит.
У всех этих разнообразных, по твоему мнению, юнитов одинаковая анимация. Например, у гномов с орками. При этом еще какая-то нелепая, где гномы все время как-то с прыжка бьют или другими невообразимыми ударами. А если взять тот же Сёгун, где, я не спорю, все фракции тоже абсолютно одинаковые, но зато хотя бы типы юнитов по-разному ощущаются. Если это мушкетеры, то они мощные. Если пехота с двуручкой, то у нее охуительно жесткий натиск. И сама боевка. Вроде бы без всяких этих вархаммеровских мегаприемов, но при этом жесткая и реалистичная, где одна ошибка и самураю сразу отрубают голову легким движением. Это выглядит куда круче абсурдного пафоса Вархаммера со всеми его драконами, которые ничего не могут сделать и сидят там по одному юнитику, откусывают, как будто не в бою, а на прогулку их вывели, чтобы не скучали. В Вархаммере нет ничего нового для серии Total War. Это просто визуализация для фанатов вселенной. Им, фанатам, безусловно приятно. Для тех же, кто любит настоящий Total War, Warhammer стал началом конца. Нынешние разработчики тупо не умеют делать Total War. Из игры в игру они показывают, что понятия не имеют, как это работает. Нагромождение бесполезных пользовательских интерфейсов. Клонирование функционально одинаковых юнитов, у которых даже не нужно запоминать название, учитывать, что он там держит в руке: копье, меч, дубину или топор. Полное стирание функционального различия между стрелками. Отсутствие реальных щитов, какой-либо реалистичности в физике. И, конечно же, как следствие, никакая анимация всего этого. Как можно красиво заанимировать такую чушь? Все это настолько далеко от тактики Total War, насколько возможно. Хотя погодите. Вы все еще ждете Medieval 3?